Всем привет! Вы на канале Креативный слой, с вами Ксюша. В этом видео будем делать декоративную штукатурку из обычной шпаклевки, которая подойдет для не очень ровных стен. Для начала замешаем материалы. Использую полимерную шпаклевку и добавляю ее в воду. Лучше делать это так, а не наоборот. Разводим шпаклевку достаточно густо, чтобы было с ней удобно работать. Шпаклевку необходимо размешать, чтобы она была однородная и без комочков. Если она до конца не размешивается, то можно ее оставить минут на 10-15, чтобы комки разошлись. И еще раз в дальнейшем хорошо перемешать. Подготовили материал. Перед его нанесением необходимо поверхность загрунтовать либо грунтом глубокого проникновения, либо укрепляющим. И приступаем к самому интересному, к нанесению шпаклевки через тюль. Набираю шпаклевку на кельму. И наношу шпаклевку на тюль. Наношу я практически на всю его поверхность, чтобы отпечатать однородный рисунок на всей стене. Хорошенько разглаживаю и убираем тюль. Остается у нас рисунок. Прикладываю чуть-чуть пониже, можно рядышком. В принципе, если на большой стене работаете, то можно просто участками делать, там по полметра квадратных. Ничего тут сложного нету, и особо четкая состыковка рисунка нам не нужна. Так. Снимаем. Если остаются на поверхности небольшие пустоты, ничего страшного, мы их перекроем вторым слоем. Прикладываю тюль четко в угол и опять заполняю. Стараюсь в угол наносить достаточное количество материала, чтобы четко сформировать узор. Распределили весь рисунок по всей поверхности и оставляем его до полного высыхания в течение суток. Первый слой шпаклевки полностью высох, приступаем к нанесению второго. Делать я его буду при помощи морской губки и кельмы. Набираю материал на губку. Наношу на те места, в которых у меня пропуски. Необходимо делать движение несколько раз по одному и тому же месту, чтобы отпечатать красивые островки. Нанесла шпаклевку на небольшой участок, берем кельму и приглаживаем. Аккуратными движениями приглаживаю шпаклевку. Приглаживаю в разных направлениях. Сверху, влево, вправо. Если кажется, что где-то не хватает островков, то сейчас можно добавить шпаклевку и еще раз пригладить кельму. В угол удобнее добавлять шпаклевку при помощи маленькой губки. Закончили со вторым слоем, теперь дождемся его полного высыхания. За пару часов мелкие островки хорошо высохли, можно приступать к замешиванию материала на третий слой. Первым делом беру фибру и добавляю ее в воду. Чтобы фибра хорошо распределилась в воде, ее необходимо слегка, пока она сухая, распушить. Размешали фибру в воде. Далее добавляю
туда же шпаклевку. Замешиваем материал не очень густым. Фибра дает эластичность материалу, и с ним удобно работать. И размешиваем. Хорошо перемешали шпаклевку. Далее ее набираем на кельму. Вот таким образом. Небольшое количество и на центр кельмы. И наношу круговыми движениями. Растягиваю вниз и вверх. Время от времени отходите подальше от стены и смотрите, куда стоит добавлять новый островок, а где это будет излишне. Закончили с третьим слоем шпаклевки и оставляем ее до полного высыхания в течение суток. Дождались полного высыхания поверхности и наносим укладку. Нанесли грунтовку, дадим ей полностью высохнуть. Пока она сохнет, заколируем необходимый цвет краску. Использую я акриловую краску на водной основе. Добавляю сначала туда цвет халва, потом черный. Хорошо перемешала краску. Цвет для меня кажется светлым, поэтому добавляю туда еще немного черного. Таким образом добавляем колер по чуть-чуть, чтобы добиться нужного оттенка. Можно добавлять их при помощи шприца, чтобы в дальнейшем повторить точно такой же цвет. В процессе колировки обязательно учитывайте, как ведет себя краска. Некоторые светлеют, какие-то темнеют после высыхания. Поэтому, заколировав цвет, обязательно его выкрасите, высушите и посмотрите, устраивает вас он или нет. Наносить краску буду я валиком с длинным ворсом, чтобы легче прокрасить углубление и фактуру. И аккуратно прокрашиваем всю поверхность. На валике всегда должно быть много краски, чтобы легче прокрашивались углубления, чтобы краска легко туда затекала. Таким образом, необходимо нанести 2 слоя краски с межслойной сушкой в пару часов. Это я сделаю за кадром, а сейчас ждем полного высыхания краски. Второй слой краски полностью высох. Для завершающего этапа нам потребуется акриловый лак и серебристая пудра. Смешиваю пудру с лаком и аккуратно перемешиваем. С пудрой главное не торопиться, иначе она будет разлетаться в разные стороны. То есть перемешиваем медленно, следим за тем, чтобы она у нас не разлеталась. У меня очень мелкая пудра, почти как пыль. Похоже очень на сухую серебрянку. Блеск у нее очень сильный, примерно такой же, как у Потали. Если у вас нет подобной пудры, то можно просто взять серебристую краску. Далее беру кисть и намазываю на целлюлозную губку.
Намазываю я плотным слоем, чтобы много раз не возвращаться к лаку. И легкими движениями натираю поверхность. Расход при таком способе нанесения минимальный. На квадратный метр уйдет в районе 50 грамм. Чтобы сделать аккуратно угол, нам для этого потребуется кисть. Для этого нужно излишки лака убрать с кисти об губку. И такой полусухой кистью легкими движениями прокрашиваем угол. И дальше продолжаем губкой. Закончили с нанесением, далее ждем полного высыхания и посмотрим, что у нас получилось. Вариант получился очень необычным. За счет того, что мы нанесли на первый слой мелкий рисунок горошком, дальше вторым слоем добавили мелкую карту мира, и это все еще и объединили крупными островами в технике нанесения марсельского воска. Но при этом в общем плане, в завершении работы после покраски, смотрится это все очень однородно. В этом видео я подробно показала, как сделать такую декоративную штукатурку, и я надеюсь, она вам понравилась так же, как и мне. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем удачи, здоровья, пока. Не болей.